Звонок в 6:17 утра. На экране незнакомый номер, но телефон вибрировал так, будто знал. Это важно. Анна сбросила одеяло, потянулась и нажала «принять». «Алло?» — хрипло сказала она, все еще в полусне. В трубке тишина, потом дыхание. Медленное, прерывистое, как будто кто-то долго бежал и теперь пытается не задохнуться. «Мам?» — раздался голос, тонкий, дрожащий, знакомый до боли. Анна замерла. Это был ее собственный голос, но не сейчас, не в 32. А тогда, в 8, когда она плакала в школьном туалете после того, как мальчишки вылили ей на голову стакан компота. Когда она шептала себе: «Ты справишься, ты сильная». «Не уходи сегодня из дома», — сказал голос. Слова зависли в воздухе, как капли конденсата на стекле. Она чувствовала, как по спине пополз холод. «Кто это?» — спросила она, хотя уже знала ответ. Никто не ответил. Только снова то самое дыхание, шумное, влажное, словно рот прижат к микрофону. «Я не уйду», — соврала она. И в этот момент вспомнила. Сегодня встреча с инвесторами. Последний шанс спасти стартап. Единственное, ради чего она последние 2 года почти не спала, не ела нормально и не видела сына. «Ты должна остаться», — прошептал голос. «Иначе...» Звук оборвался. Телефон показал. Вызов завершен. Анна сидела, глядя в стену. Сердце стучало где-то в горле. Она хотела стереть звонок, забыть, списать на сон, но пальцы сами набрали номер матери. «Мам, ты помнишь, как я в 8 лет потеряла свой красный шарф?» «Конечно, помню», — ответила мать. «Ты плакала 3 дня, говорила, что он тебя защищал. А потом? Потом ты нашла его в подвале. Он висел на крюке, весь мокрый. Ты больше никогда его не надевала». Анна положила трубку. Она встала, подошла к окну. За стеклом серое утро, моросил дождь. На календаре 14 января. Ровно через год после того, как ее муж ушел. Через 2 месяца после того, как сын перестал говорить с ней по вечерам. Она пошла на кухню, заварила кофе. Поставила чашку на стол. И только тогда заметила на экране телефона новое уведомление. Не сообщение, не звонок. Фотография. Сделана с ее же телефона ночью. На ней она спящая. Лицо бледное. Рот приоткрыт. А над кроватью тень. Высокая, узкая, без лица. Только контур. Анна резко выдернула зарядку, выключила телефон. Но в тишине квартиры раздался звук. Тик, тик, тик. Как будто кто-то стучит ногтями по стеклу. Она медленно повернулась к окну. За стеклом никого. Но на подоконнике мокрый след. Маленькая ладонь. Еще одна и еще. Босые шаги, ведущие от ее окна вглубь двора. Она схватила ключи, сумку, пальто. Она не останется. Она не верит в детские голоса, в мокрые следы, в тени над кроватью. Она верит в реальность, в договоры, в деньги, в успех. Она вышла из квартиры, захлопнула дверь. Лифт не работал. Пришлось идти по лестнице. На 3-м этаже запах, сырой, как в старом подвале. Она ускорила шаг. На 1-м консьержка сидела, уткнувшись в журнал. «У вас все в порядке?» — спросила она, не поднимая глаз. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что минуту назад мимо меня пробежала девочка в мокром платье, без обуви, сказала, что ищет маму». Анна не ответила, выбежала на улицу. Дождь усилился. Анна села в машину, завела двигатель. По дороге в бизнес-центр включила радио. И сегодня, 14 января, в районе улицы Ленина произошло ДТП. Автомобиль вылетел на встречную полосу. Погибших нет, но водитель в тяжелом состоянии. Анна резко выключила радио. Улица Ленина – это ее маршрут. Через 10 минут она была на месте. Здание, стекло, бетон, холод. Она вошла, поднялась на лифте на 12-й этаж. Встреча началась в 9:00. В 9:03 раздался звонок. Ее телефон лежал на столе. Экран черный, но звук был. Тот самый. Тик, 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 как ногти по стеклу. Она не взяла трубку.
В 9:07 инвесторы подписали документы. В 9:15 она вышла на улицу. Машины не было. На асфальте мокрые следы. От ее парковочного места к обочине, там, где стояла ее машина, теперь только лужа масла и осколки фар. Полиция сказала, вы успели, на 2 минуты. Она вернулась домой только ночью. Квартира тихая, телефон на зарядке. Экран горел. Новое сообщение. Не текст, аудиофайл. Она нажала «Воспроизвести». Сначала тишина, потом детский смех. Ее смех и слова «Теперь ты останешься». Она выключила свет, легла в кровать и в темноте услышала. Рядом дышит. Тихо, влажно. Рядом.